Всем привет! В этом видео я вам продемонстрирую, как можно легко избавиться от ржавчины по низам дверей своими руками. Погнали! Полностью в идеал вычищать всю эту ржавчину нет никакого смысла. И дальше я объясню почему. Кто еще до сих пор не в курсе, что это за чудо-средство, спрашивайте в комментариях, отвечу всем по возможности.
И чтобы ваш герметик не пересыхал, делаем импровизированный колпачок. Перед шпаклеванием обязательно вот такие вот ступеньки нужно сточить наждачкой и сделать их максимально пологими. Тогда, когда мы будем шпаклевать, здесь в будущем не будут просадки по шпатлевке. Но я этого делать не буду, я все это зашпатлюю прям так, как есть. Объясняю еще раз. Здесь было выше, здесь было ниже. То есть здесь сейчас идет четкая граница между шпатлевкой и старым покрытием. И вот в этом месте со временем шпаклевка просядет относительно этой плоскости. Не допускайте вот таких вот четких границ, и у вас все будет четко. Со временем, может где-то через месяц, может и раньше, здесь будет жесточайший просад.
Кстати, советую присмотреться к таким пистолетикам покрасочным тем, у кого маленькие компрессора и слабое давление они выдают. Этот пистолет Дюза 08, лак он разлаживает вообще в зеркало. Сейчас я замешаю и вам покажу. Вся проделанная работа может пойти коту под хвост, если не сделать следующее. Почему так обязательно обработать машину изнутри? Потому что она всегда гниет изнутри. И если ты снаружи вроде сделал все красиво, но внутрь, конкретно в двери, постоянно попадает вода, стекает вдоль стекла и оказывается снизу. И снизу она там постоянно на этом шве внутри стоит. И поэтому обязательно нужно это обработать чем-то. Когда машина выходит из завода, этот нижний шов на стыке двух металлов, лицевой части и внутренней, получается вот здесь вот обработан то ли герметик, то ли воск, чем-то таким. Со временем этот герметик и воск, он ссыхается и отваливается, и туда попадает влага. Вот поэтому двери начинают гнить. И обязательно после того, когда вы их покрасили, нужно обработать внутри. В состав этой обработки входит отработка. А отработка обладает очень хорошим свойством проникновения и отталкивания влаги. Но почему я говорил, что не обязательно вычищать всю ржавчину полностью? Да потому что этот ремонт это не панацея. Этого ремонта хватит на года 2-3. В моем случае была машинка, я на ней ездил 3 года. На 3-й год только начались проявляться жуки. Машина была белого цвета, просто низа начали желтеть. Я думаю, это имеет право на жизнь, так что каждый выбирает сам. Либо менять дверь, либо сделать за день 4 двери в гаражных условиях. На мой взгляд, это гораздо проще, чем купить двери, перепаковать эти двери, потом собрать, покрасить и так далее и тому подобное. Это очень долго. Кто не подписан на Instagram, подписываемся. На канал также. Все, ребята, всем счастливо и пока.